Намаскарам. Я очень рада быть сегодня вечером здесь вместе с господином Наганандой, старшим адвокатом, преданным Бхагавана Шри Сати Саи Бабы в Путтапарте в Индии и членом Центрального траста Саи Бабы, который согласился побеседовать с нами вечером. Об исковом заявлении, поданном в суд Центральным трастом. Мы хотим знать, как обстоят дела сегодня, на каком этапе находится судебное разбирательство против Шри Сати Саи Лока Сева Траста Муданахали. Я попросила господина Нагананду изложить эту историю в хронологическом порядке для тех, кто не понимает всех деталей искового заявления, получившего широкую огласку. Что за история случилась после того, как 24 апреля 2011 года Бхагаван Шри Сати Саи Баба оставил свое тело? Так началась очень странная драма человека, некогда очень близкого к с вами. Который попытался присвоить себе Центральный траст Шри Сати Саи, наследие Саи и, конечно, деньги, ставшие, как я понимаю, основной целью. Возможно, с вашей помощью мы получим большую ясность. Я думаю, что перед тем, как перейти к событиям Махасамадхи, я бы хотел рассказать предысторию. Где-то в 70-х годах жил человек по имени Мадьяла Нараяна Бхатт. Он был домовладельцем и жил очень благочестивой жизнью. В местечке под названием Алике вокруг него собралась группа молодых людей, готовых были пожертвовать комфортом семейной жизни. Они не вступали в брак. Образование было главной любовью Мадьяла Нараяна Бхатта, поэтому он выделил землю, чтобы построить на ней школу в Алике. Алике – это очень маленькая удаленная деревня в округе Южная Каннада, западной части штата Карнатака в Южной Индии. Там он открыл скромную школу. Некоторые из его последователей жили в Муданахали. Как вы знаете, Муданахали очень древнее место, где родился один из самых выдающихся инженеров Индии, мистер Вишвишварая. Там иногда проводились образовательные мероприятия, поэтому они построили школу в Муданахали. Школа едва сводила концы с концами, денег не хватало. Им приходилось занимать деньги. Но Нараян Бхатт и все его последователи были преданными Бхагавана Бабы. К несчастью, господин Нараян Бхатт внезапно погиб в автокатастрофе. Все его последователи горевали и не знали, что делать дальше. Поэтому они пришли к Бабе, поведали обо всем перед его лотосными стопами и сказали: «С вами видишь, что произошло? Теперь тебе придется взять на себя заботу об этих детях и о школах». С вами ответил не сразу, а лишь после того, как посовещался с теми, с кем счел необходимым. Организацией, занимавшейся в то время управлением школ, было сообщество под названием Лока Сева Вринда. С вами спросил, согласятся ли члены сообщества сделать так, как он скажет. Видимо, они согласились.
Именно в это время Бхагаван попросил господина Нарасимха-Мурти и несколько других человек из Алики встретиться с моим отцом, покойным господином Шри Сундаром Свами, который в прошлом был генеральным адвокатом нашего штата и являлся страстным преданным Бхагавану. Он был членом траста Шри Сати Сай в Карнатаке. Он попросил моего отца составить документ. Отец, по всей видимости, составил черновик акта. Баба одобрил его, и этот документ был зарегистрирован в Чикбалпуре. Документ давал право Бхагавану Бабе быть единственным попечителем. В нем была перечислена вся недвижимость, принадлежавшая Лока Сева Вринде, и говорилось, что все это отныне будет принадлежать Сатисае Лока Сева Вринде. Бхагаван учредил 2 комитета управления. Один в Алике, другой в Муданахале. И для каждого комитета он назначил председателя и секретаря. Эти 2 комитета занимались опекой школ. Свами нашел средства и позаботился о том, чтобы все долги были списаны. Школы полностью избавились от долговых обязательств. Он продолжал помогать этим учреждениям и вел управление в качестве единственного попечителя. Несколько лет спустя, в 1996 году, мой отец внезапно скончался. В те годы Свами очень часто приезжал в Бангалор. Как-то в 1997 году Свами пришел к нам домой. Общение, любовь и благословение Свами продолжались. Где-то в 1998 или 1999 году Свами вдруг попросил меня стать попечителем в медицинском трасте Сати Саи. И с тех пор продолжалось наше близкое взаимодействие. По каким-то причинам Свами одарил нашу семью большой любовью, расположением и благоденствием. Позже я участвовал в разных видах деятельности. Свами продолжал нас любить и общаться со мной и моей семьей. Многие доверительные дела были доверены мне. Ко мне с руководством и советом обращались по многим делам траста. Много раз Свами говорил мне: «Нагананд, пожалуйста, думай о том, что произойдет в будущем». Было много обсуждений, и я неоднократно озвучивал Бхагавану свои идеи, но только в 2008 году Баба попросил меня подготовить документ. Я изложил Бабе суть документа. Предложение заключалось в том, что после Бабы попечители Лока Сева Траста должны были назначаться центральным трастом Сати Саи. Свами сразу же согласился с этой идеей. Я подготовил дополнительное соглашение к договору и показал его Бхагавану. Он подумал, одобрил и сказал: «Да, я дам тебе доверенность. Пожалуйста, поезжай в Чикбалпур и зарегистрируй документ». Таким образом, Свами подписал доверенность и дополнительное соглашение к договору. Дополнительное соглашение было очень коротким. В поправке говорилось, что после Бхагавана назначать попечителей Лока Сева Траста будут попечители Центрального Траста. По иронии судьбы, господин Нараян Рау, к которому я пришел на регистрацию, стал одним из свидетелей документа, который я подписал и зарегистрировал. С 2008 по 2011 года Свами продолжал быть единственным попечителем, и только после его Маха Самадхи возникла необходимость назначать новых попечителей. Как вы знаете, за 6 или 8 месяцев до Маха Самадхи, во время Гуру Пурними в 2010 году Бхагаван назначил 4 человек попечителями Центрального Траста Сати Саи. Он также назначил некоторых из нас членами Совета Управления и стал одним из них. После Маха Самадхи собралось правление попечителей, и по моему совету они решили, что следует назначить как минимум 3 человек. В ходе обсуждений господин Гангадхар Бат и другие пришли к решению, что они хотели бы видеть меня одним из попечителей. Еще они сказали, что хотели бы, чтобы другим попечителем стал господин Васуки.
поскольку к тому моменту Васуки был крупным благотворителем Локосева Траста. Он пожертвовал много денег, рабочей силы и ресурсов. Он построил новое здание для детей, часто навещал эти учреждения и был для них огромным источником поддержки, поэтому они предложили его кандидатуру. Третьим стал, конечно же, Гангадхар Бат. Так и произошло это назначение. Нас стало 3 попечителей. Какое-то время проблем не возникало, все шло гладко. А потом Нарасимха Мурти выдвинул свою кандидатуру, встретился с господином Гири, секретарем траста, и стал умолять его рассказать всем, что он был очень долго связан с Бхагаваном. Он оказал достаточно большое давление и вынудил к диалогу других людей. Он встретился с остальными попечителями, включая меня, со мной он тоже беседовал. В итоге было решено, что Нарасимха Мурти тоже станет попечителем. Было еще пару человек, которых тоже было решено назначить попечителями, но и после этого трудностей не возникло. Сначала он, Нарасимха Мурти, был назначен секретарем Локосева Траста. Он созывал собрание, так продолжалось некоторое время. И тут я не знаю, что случилось. В Муденахале есть здание. Когда-то там планировался университетский кампус. Центральный траст назначил фирму L&L подрядчиком. И они построили здание за внушительную сумму. Так оно появилось. А после Махасамадхи некоторые начали настаивать на проведении в нем молитв и открыли регулярный доступ к нему для обычной публики. Именно в тот момент Центральный траст решил, что нам следует взять на себя управление зданием. На эту тему велись обсуждения. Вероятно, это не понравилось мистеру Нарасимхе Мурти. Я думаю, именно тогда в его уме зародилось первое зерно идеи отклониться от Центрального траста. Он не стал реализовывать ее сразу. Я думаю, у него была хорошо спланированная стратегия. В частности, было одно собрание, которое проводилось в моем офисе в Бангалоре. На нем обсуждались разные вопросы, кодекс поведения и прочее. Однако не был поднят ни один из вопросов, связанных со сменой попечителя, очевидно, потому что я никогда бы не согласился на подобные изменения. Это происходило в тот период, когда Нарасимха Мурти начал писать письма и рассылать их по всему миру. Эти его имейлы. Это было совпадением. Происходило в тот же период, или это еще тогда не началось? Это еще не началось, потому что первое, что они стремились сделать, это убрать контроль Центрального траста над Локосева Трастом. Вот что они сделали без какого-либо обсуждения с попечителями и их согласия. Накануне вечером у нас было собрание, и на следующее утро 3 из нас отправились в офис районного регистрационного ведомства Чикбалапури. Подали документ, чтобы изменить то, что сделал с вами. И убрали пункт, наделявший Центральный траст полномочиями назначать попечителей. Вы пытаетесь сказать, что они изменили подлинные слова Бабы? Так. Кто из этих 3 изменил слова? 3 человека, подписавшие документ, это Нарасимха Мурти, Гангадхар Бат и Нараян Рау. Они сами составили документ или им помогал адвокат? Я уверен, что они прибегли к помощи адвоката, потому что накануне вечером было собрание. Это собрание закончилось в 8. На следующее утро в 10:30 они были у субрегистратора в Чикбалапуре. В Чикбалапуре с документом полностью проштампованным, готовым к регистрации. Субрегистратор зарегистрировал документ без моего ведома. Без ведома господина Васуки, другого попечителя. Об этом стало известно, когда мы получили копию документа.
Господин Васуки чувствовал себя очень расстроенным и уязвленным. В порыве раздражения он отказался от должности и сказал: «Я не хочу принимать в этом участие», и это стало отправной точкой. Этой поправкой они отняли у Центрального траста полномочия назначать попечителей и наделили этой власти самих попечителей. То есть они забрали власть себе. А как они представились, когда пришли в офис регистрационного ведомства? Разве не требуется соблюдение неких правил, чтобы сказать: «Мне нужно то-то и то-то»? Они предъявили удостоверение личности, предыдущий документ, где говорилось об их назначении попечителями Центральным трастом. Так что у них было задокументированное доказательство того, что они являются попечителями. Какой траст? Лока-Сева траст. Когда они пришли в районное регистрационное ведомство, то показали там документы, в котором назначались только 3 подписи. Скорее всего, они сказали, что есть и другие попечители, которые могли бы проголосовать за или против. В районном регистрационном ведомстве сказали, что должны прийти попечители, а они были попечителями, поэтому и был зарегистрирован документ. Когда это всплыло, начался разлад. Мне перестали посылать какие-либо уведомления. Могли бы мы узнать, когда именно это произошло? По-моему, это случилось 12 сентября 2012 года. Если я правильно помню, около года все было в порядке. А потом возникла эта проблема. До того момента Мадхусудан Найду был никем. О нем никто никогда не слышал. Я его ни разу в жизни не встречал. Хотя почти каждую неделю бывал в Путапарте. Мадхусудхан Найду – это человек, который утверждает, что передает послание, напрямую поступающий к нему от Бхагавана Шри Сати Сай Бабы. И до этого мы никогда о нем не слышали. Именно так. До того момента я никогда о нем не слышал. Он нигде не появлялся. Именно так. Но, насколько я понимаю, много лет назад он был студентом. Благодаря частым визитам я был знаком со всеми студентами, играющими какую-либо роль в организации или ашраме. Я никогда не встречал этого господина, никогда с ним не общался и ничего не слышал о нем. Но вот что случилось спустя несколько месяцев после регистрации документа. Господин Нарасимха Мурти стал крайне амбициозен. Он принялся ездить по миру, рассылать повсюду письма и продвигать этого господина Мадхусудана как своего рода медиума, говоря, что этот человек общается с Бхагаваном Бабой. Прямо накануне раскола господин Нарасимха Мурти встретился со мной и сказал: «Сэр, Баба дает мне указания, я был преданным Бабы так долго. Вся моя жизнь это Баба, я обязан исполнить решения и указания, данные Бабой». Он сказал: «Мне было поручено открыть школы. Мне было поручено отправиться туда-то и туда-то, там будет доступна земля. Кто-то приедет и даст денег на открытие школы, вы не должны мне мешать». Тогда я сказал ему: «Зачем мне вам мешать? Зачем кому-либо вам мешать? Если вы делаете хорошее дело, то делайте, но вам следует быть несколько более осторожным, когда вы говорите об указаниях, данной Бабой после Махасамадхи. Я не знаю, как вы сможете доказать это. Что подумают о вас люди, если вы продолжите им говорить, что можете поднять трубку и просто поговорить с Бабой?» На тот момент мне никто не рассказывал про Мадхусудана. Мадхусудан возник гораздо позже. Но, похоже, это человек, которого выдвинули на первый план господина Нарасимха Мурти. Я не знаю, какими способностями он обладает. Он материализует цепочки и дарит подарки, как в свое время это делал Баба. Теперь он еще и ходит и принимает письма, как когда-то их принимал с вами.
Все это создает тревожную обстановку и, я бы сказал, порождает недоверие. Но самое главное, я знаю об этом напрямую, а не от третьих лиц. Они идут в дом к преданным и спрашивают его жену и говорят: «С вами передал послание, вот вам сари». Муж говорит: «Баба дал нам достаточно, не думаю, что он решил послать нам сари. И моей жене сари не нужно, поэтому, пожалуйста, уходите отсюда. И не придумывайте больше подобных историй, я не последую за вами». Этот человек рассказал мне об этом лично в своем доме в Пуне. Он был истинным преданным. Понимаете, господин Шри Шринивас и Нарасимха Мурти были такими людьми, у которых был регулярный доступ к Бхагавану. И они были рядом, когда Бхагаван подолгу оставался в Бриндаване. В те дни с вами жил там по 3-4 месяца, и куда бы он ни отправлялся, обычно если он ехал в Кодайканал или Ути, ему хотелось, чтобы рядом всегда был смотритель, который бы присматривал за студентами и их поведением. Раньше он, Нарасимха Мурти, был довольно дисциплинированным. Так что Нарасимха Мурти был с бабой во многих из этих поездок. Поэтому именно в это время у них было четкое представление о том, кто посещал с вами и кто те люди, которые жертвуют деньги. Потому что с вами никому не рассказывал о пожертвованиях, о том, кто делает их и как. Обо всем этом знал только сам Баба. И несколько человек из бухгалтерии обычно знали об этом. Даже у членов траста не было возможности это знать. Даже я не знал об этом, но эти два человека были рядом с ним. Они внимательно следили и вели записи. Они отмечали для себя каждого пришедшего спонсора, который был передан Бхагавану и жертвовал деньги. И они начали искать с ним подходы, звонить им, спрашивать их, говоря: «С вами попросил нас обратиться к вам и сказать, что вы сделаете пожертвование 25 лакхов». Итак, вы говорите о том, что было после Махасамадхи. Но в Кодайканале, когда с вами был еще жив, они уже запоминали, у кого есть деньги. Значит, они были заинтересованы в деньгах еще с тех времен. Я бы посмотрел на это следующим образом. Если люди имели доступ к информации о спонсорах, много информации о донорах, доверие и люди, которые были преданными, трасты и люди, которые были преданными Бхагавана, они сохранили эту информацию и теперь злоупотребляют ею. Обращаясь к этим людям со словами: «Вы преданы с вами сейчас обращается к вам». Я не хочу назвать конкретного имени, но есть один очень большой спонсор, который жертвует деньги, но и его жена преданная. Мне сказали, что он промышленник. Они пришли к нему. Теперь он их благотворитель и жертвует деньги. Он говорит: они делают хорошую работу. Создали школы, поэтому я думаю, что мне нужно дать деньги на школу. Конечно, кто-то хочет дать деньги, и это его или ее деньги, поэтому члены Центрального траста говорят: мы не будем это обсуждать. Но тогда возникает вопрос: неужели им следует подобным образом неправильно использовать имя с вами? И еще одно серьезное злоупотребление, которое они делают, связано с тем, что они используют и преподносят все учреждения с вами как свои собственные. Они утверждают, что работа по оказанию медицинской помощи, которая выполняется сейчас, выполняется самим с вами. И при этом, знаете, они не говорят, что Шри Шринивас очень долгое время не занимал никакой должности в трасте, вплоть до Махасамадхи. Были некоторые проблемы, которые заставили с вами не пропускать Шриниваса близко, держа его на определенном расстоянии от себя. Мы все это знаем, а после Махасамадхи уже никто не мог удержать его на расстоянии, поэтому что бы он ни говорил... Например, всего несколько дней назад я встретил одну женщину из Бомбея, из мира кинематографа. Она сказала: «И вы знаете, ко мне приходил секретарь Сай-Бабы, и она не могла вспомнить, как же его зовут». Она говорит, что он жил в Бриндаване, общался с нами.
И вот, в том-то и дело, что он теперь перехватил все контакты и пошел к тем людям. И знаете, к одному из спонсоров, насколько я понимаю, больницы Райпур называют Кишори. Его называют господин Кишор. Он является спонсором траста с вами. Есть еще один джентльмен по имени Кишор из Канады, и он тоже пожертвовал деньги. Теперь они отслеживают каждого значительного спонсора центрального траста. Они находят их и говорят им: «Дорогой, Мадхусуда Найду хочет поговорить с тобой. И вы можете спросить нас обо всем, о чем захотите». Хорошо, Центральному трасту известно обо всем этом. Почему же потребовалось столько времени для этого, чтобы эта информация поступила от вас и стала публично доступной? Почему траст не сделал каких-то собственных заявлений и не обрисовал ситуацию так, как это сделали вы? Почему они колеблются? Есть ли на это причина? Даже когда Исаак Тайгрет, проживавший в 2 квартирах в ашраме, который Сай-Баба предоставил ему в качестве места жительства, полностью вовлекся в деятельность Муданахали. Насколько я понимаю, они, траст, не попросили его выехать, ведь Исаак Тайгерт сделал публичное заявление перед большим количеством людей у ворот храма Ганеши, сказав, что он по собственному желанию покидает Путтапарти и что он в очень хороших дружеских отношениях с членами траста. Это сбивает с толку многих из нас, преданных Сае, так как большинство из нас простые люди. И вы знаете, на самом деле все произошло следующим образом. Вскоре после того, как они внесли незаконную поправку, они сделали еще одну вещь. Мастер Индулал Шах, как вы знаете, стал страдать слабоумием. Он был старшим, самым доверенным лицом в Центральном трасте, председательствовал на всех заседаниях Совета членов. И они решили воспользоваться ситуацией. они это Муданахали? Да, это Нарасимха Мурти и другие. И, насколько я понял, благодаря его дочери и зятю, они каким-то образом смогли убедить его посещать все мероприятия в Муданахале. Индулал Шах перестал приезжать в Путтапарти и начал посещать все мероприятия Муданахали. В результате было принято решение, что вместо того, чтобы сразу пойти бороться с ними, нам следует разговаривать с ними. Нам следует убедить их, что они делают неправильно. Таким образом, в течение 2 лет, я имею в виду, что сейчас это выглядит как долгий период времени, у нас был целый ряд встреч. Мы пригласили всех, и мы говорили с ними индивидуально, мы говорили с ними со всеми вместе. Мы говорили с ними на встрече, где присутствовал сам Индулал Шах, и мы сказали им, что они делают неправильно. Мы им сказали: послушайте, этот траст с вами занимался им с 1978 года, вплоть до Махасамадхи. Как вы можете говорить, что для вас это не важно? И ответ, который они дали, был таким: нам нужно обсудить это с другими людьми. Они называют себя тьягадживами. Я не знаю, в чем заключается их практика тьяги, самоотреченности. Тьягадживы — это те, кто оставили все свои привязанности. Но если вы настолько привязаны к своим должностям в трасте, что готовы сделать незаконными документы и предоставить поддельные протоколы собраний, что это за тьяга? Нету тут никакой непривязанности, поэтому все дело в том, что мы пытались убедить их. Мы сказали им: поймите, что эти учреждения, школы, больницы, это Бхагаван учредил, и они принадлежат трасту. Ни в коем случае не сделайте с ними ничего плохого. И что мы можем как-то помочь вам, если вам нужна помощь, но мы не собираемся причинять вред учреждениям.
Но они не слушали нас. Так вы соглашаетесь на внесение поправок в документ или нет? Они распространяли нечто, что является полной ерундой, так что эта дискуссия продолжалась. Наконец-то наши члены траста посчитали, что нам следует написать еще одно письмо. Итак, еще одно длинное письмо было написано мистером Чакравати, на которое не было никакой реакции и ответа. И, наконец, вы знаете, что срок исковой давности гласит, что у нас есть 3 года, чтобы подать иск. Поэтому незадолго до истекания 3 лет мы решили подать иск. И у нас возникла небольшая проблема, потому что Индулал Шах был один из членов траста в то время. И, естественно, он не согласился присоединиться к иску, поэтому мы должны были сделать его обвиняемым по иску и обозначить его на стороне Нарасимха Мурти и других. Мистер Гири присоединился к этому иску, но он очень ослаб из-за своих болезней. 3-летний период был таким, ничего больше. С другой стороны, вы спрашиваете, почему не было опубликовано. Поймите, сейчас наибольшую обеспокоенность у всех вас вызывает то, как защитить и сохранить имя и святость с вами. Мы легко можем выдвинуть обвинения против кого-либо и опубликовать их в прессе. Но вы должны иметь в виду то, как СМИ реагируют на такие вещи. Что скажут об этих заявлениях, утверждениях? И как это отразится на имени и славе Бхагавана? Это была главная идея, которая всегда была в умах членов траста, хотя, как юрист, я стараюсь говорить им, что если скажем, что произошло что-то неправильное, то это наша обязанность, наша дхарма говорить людям, что именно неправильно. И я должен сказать, что я делился подобными соображениями не один раз, и некоторые из моих заявлений, сделанные во время моих многочисленных поездок за пределы страны, находятся в открытом доступе. Я говорил об этом, объяснял, как объясняю вам сейчас. Я говорил, что именно так все и произошло. Теперь, к сожалению, все это дело превратилось, скажем так, в канитель. Фонд Лока Сева подал заявление с чисто техническим возражением о том, что это дело должно быть передано на рассмотрение окружного судьи, а не гражданского судьи и другой юрисдикции, поскольку он относится к трасту. Это были те возражения, которые они подали. Наши юридические консультации и решения Верховного суда Индии показывают, что это возражение является абсолютно несостоятельным. Наш старший юрист оспорил это заявление и указал на относящийся к случаю закон, но, к сожалению, судья вынес решение против нас и сказал, что дело должно быть передано окружному судье. Вы знаете имя судьи? Я забыл имя судьи, она судья в Чикбалапуре. И сколько времени ей потребовалось, чтобы прочитать жалобу? Система судебных разбирательств работает так, что вы подаете документы в суд, документы просто лежат в папке. И когда дело готово, его слушают. И именно в это время судья берет документы, читает их, выслушивает аргументы и выносит решение. Так это дело уже слушалось? Да, заявление, поданное ими для прекращения дела, было рассмотрено этой судьей. Той, которая вынесла решение. Именно она слушала это дело? Да, именно она слушала дело. Она слушала заявления, она слушала наши возражения, она слушала адвокатов с обоих сторон, а затем ей потребовалось некоторое время. И она приняла решение, заявив, что это дело не может продолжаться здесь, потому что оно подано в суд. Большинство судей, прежде чем работать судьями, работают адвокатами, так что она, наверное, тоже была адвокатом. Она младший судья, и у нее, наверное, 5-10 лет опыта, и нам сообщили, что решение этого суда не соответствует закону. Не в соответствии с законным решением было принято, что мы собираемся оспаривать. И поэтому было принято решение о том, что мы будем оспаривать это решение через апелляцию, которую вскоре собираемся подать. В апелляции будет просьба оставить это дело в гражданском суде Чикбалапура? Да, именно так. Это вопрос юрисдикции.
Я могу немного разъяснить этот вопрос. Обращение, которое мы подали, было очень простым. Мы утверждали, что эта поправка, которая была сделана 12 сентября 2012 года, является незаконной, потому что не все члены траста одобрили ее. Такую незаконную поправку нельзя вносить и отнимать уже данную ранее власть. Священную власть, данную Бхагаваном, Центральному трасту. Таким было наше утверждение. Поэтому, по нашему мнению, в качестве совета для нас от нашего юриста, это была правильная процедура, которую мы последовали. Но вы знаете, что в иерархии судов судьи придерживаются своих мнений, и это должно было рассматриваться в апелляционном суде. И именно это то, что мы собираемся сделать. Поскольку на сегодняшний день еще не подана апелляция. Для апелляции должен быть крайний срок ее подачи. В следующие несколько дней она будет подана, я полагаю. Вы говорите о своих сторонниках и советниках в Центральном трасте Шри Сатья Сай Бабы. Я не знала, что там были отдельные юристы. На самом деле, да, я должен разъяснить это. Видите ли, насколько я знаю, я был единственным юристом, единственным адвокатом, с которым с вами советовался по вопросам Центрального траста. Но когда дело подается в суд, и я являюсь стороной в деле, нам нужен человек, который будет представлять всех членов траста. Есть два очень высокопоставленных юриста, они были преданными с вами. Один из них Ракхаван, и его отец был судьей в Верховном суде и был преданным Бабы. Судья Роки Валабхай Ракхаван, старший адвокат. Другой Шьям Прасад, он тоже выдающийся юрист, хороший адвокат по гражданским делам. Отец этого джентльмена также является судьей в Верховном суде. Этот судья... Таким образом, оба они заинтересованы. Я прочитала все те документы, к которым у меня был доступ, и хотела бы уточнить для себя. Кто сейчас является членом Центрального траста, кроме вас? Сейчас у нас 7 членов фонда. Старейшим является Бхагават. Затем Шринивасан, Чакравати, доктор Виджай Калкар, судья Мишра, я и господин Ратнакар. Эти 7 попечителей, которые держат Это правда офис. или слух, что для того, чтобы то или иное решение было принято Центральным фондом, все члены фонда должны проголосовать за него единогласно? На самом деле, с момента Махасамадхи все решения принимались единогласно. Не было случая, чтобы один или несколько членов фонда сказали, что они возражают. Опекуны. Так что у нас не было повода, когда один или несколько опекунов говорят, что я делаю. Бывает много дискуссий, дебатов, точек зрения. Кто-то может поучаствовать, что нужно что-то пересмотреть. Чтобы процесс продолжаться, и в конечном счете, до сих пор... Благодаря как вы милости думаете, Бхагавана мы будем принимали все получать решения новости, исходящие единогласно. непосредственно от Центрального траста? Или от радио Сая, или из самого ашрама. Мы, преданные со всего мира, настойчиво пытаемся узнать хоть какие-то новости, и всего несколько человек сообщают их, в то время как в Муданахале наняли кучу журналистов и некомпетентных писателей и делают все, что угодно, в то время как у нас... Конечно, есть истина Саи Бабы, но что это за нежелание делиться информацией о том, что уже произошло? Я вижу, что скрываются какие-то вещи, которые находятся в процессе, но я думаю, что мы, простые люди, имеем право знать, что с нами происходит. Мы хотим знать, будем ли мы получать новости, или же мы должны полагаться на социальные сети, которые ненадежны. Мы хотели бы слышать хотя бы небольшие заявления.
Такого-то числа мы обратились в суд, такого-то числа наша апелляция была принята, и сейчас мы на этом этапе рассмотрения дела. Это все. Нам не нужны все подробности. Я всегда верил и продолжаю верить, что мы не должны стремиться к публичности, но мы и не должны скрывать новости. Это моя личная точка зрения. Даже сейчас я утверждаю, что чем больше мы разглашаем новости, тем больше слухов будет распространяться. Я считаю, что для нас важно, по крайней мере, разместить их на нашем веб-сайте в журнале Санатана Саратхи. Я должен сказать вам, что этот процесс уже начался. Я совершенно уверен, что с благословения с вами мы сможем изменить способ нашего взаимодействия и общения. И я полностью согласен с вами, что существует большой механизм, который работает рекламные СМИ в Муденахале. Вы тоже должны понимать, что, как вы видите, во времена с вами все распространение информации исходит от самого с вами. Что вы видели во времена с вами, вся информация исходила от с вами. Понимаете, за многие годы работы в Центральном Трасте у меня не было повода пойти в офис и сказать: «Вы же знаете, что я член Траста, мне нужна такая-то информация, можете ли вы предоставить мне ее?» Не было случая, потому что у с вами была эта информация, и если с вами хотел, чтобы она оказалась у меня, с вами представлял ее мне. Если информация была мне нужна, с вами давал ее мне. Итак, все было сосредоточено на с вами. Теперь с этим внезапным уходом посмотрите на окружающих людей. Они также были очень неуверены в том, какую информацию кому следует предоставлять. Пока у меня есть такая возможность, я хочу поблагодарить также наш Центральный Траст. Я очень доверяю нашему Центральному Трасту. Я чувствую, что постепенно уходит стеснительность или нерасположенность делиться информацией. Мы всего лишь хотим знать. Я не совсем понимаю, почему эта связь не установлена с Радио Сай, потому что это самое удобное место для всех, которое могли бы регулярно выдавать. Мы посмотрим, сможем ли мы, скажем, начать выпуск бюллетеней или новостей, которые могли бы регулярно выходить. Журнал Санатана Саратхи также идеально подходит для этого. Но знаете, я бы хотел закончить на позитивной ноте. И эта позитивная нота заключается в том, что если вы подведете итоги того, что произошло за последние 5,5 лет, то увидите, что ашрам поддерживается в хорошем состоянии. Есть люди, которые приезжают. Конечно, по типу посетителей ашрам изменился, так что сейчас у нас не такое большое количество приезжающих. В первый или во второй раз по сравнению с постоянными посетителями в прошлом. Есть также люди, которые были преданными в течение нескольких поколений. С вами приглашает их, привлекает их, и у нас есть новый тип молодых людей и людей постарше. Ашрам безупречный и чистый, как и раньше. Больницы работают замечательно. У нас есть совершенно новое здание поликлиники Путапарти благодаря преданным из Америки. Мы завершили отличный проект по увеличению объема водоснабжения и передали его правительству. Мы закончили строительство нового университетского кампуса в Муденахале, о закладке которого объявлял с вами. Начало строительства нового исследовательского центра происходит в быстром темпе, уже находится на последнем этапе. Надеемся, что все оборудование поступит в ближайшие 5-6 месяцев. Этот центр будет совершенно научно-исследовательским, в котором будут проводиться исследования в различных сферах. Оборудование обновилось. И у нас есть любовь, привязанность севадалов, которые приезжают и делают так много в ашраме. Всеиндийская организация севадалов Сати Сай обрела новые силы при новом президенте Нимшели Пандия. Он выдвинул ряд новых инициатив и прислушался к озвученным идеям. Он уже создал центр коммуникации, который рассылает информацию о происходящем. Они взаимодействуют со средствами массовой информации. И средства массовой информации освещают программу Ришикеш Падука, которая широко транслировалась во всех национальных средствах массовой информации.
Это была замечательная программа, она привлекла большое внимание. Теперь они прислушались к программе Свач Бхарат, которую объявил премьер-министр Индии. Итак, я хочу сказать, что все происходит чудесным образом. Конечно, всегда есть возможности для улучшения. Вы знаете, что нет ничего идеального. Все мы люди, с вами идеален. Но мы должны следовать за вами, поэтому, я полагаю, все работают над этим. Понимаете, бывают отклонения от правильного пути. Муданахали — это отклонение. Я думаю, что сегодня, завтра, когда-нибудь по воле с вами люди это поймут. Что подобное отвлечение преданных — это не то, что соберет толпу людей. Мероприятия идут хорошо, речь не о том, что нам нужно так много денег, но проблема заключается только в том, что преданных заставляют поверить в определенные вещи, которые, как вы понимаете, нам трудно принять. Даже когда очень-очень старые, вроде бы стойкие преданные Бхагавана вовлечены в это. Лично мне тоже очень трудно поверить, что вот передо мной будет некий человек. Даже когда с вами был с нами в физической форме, многие люди, очень важные люди, судьи, приходили, говорили мне, что они понимают ситуацию, что они ничего не ожидают, что они просто хотят пойти на даршан с вами и сидеть на любом месте. Таким был наш уровень взаимодействия с Бхагаваном. Помня, как с вами был в своей физической форме перед нами, можете ли вы представить, что с вами станет доступен по телефону кому-то? Что можешь поднять трубку и поговорить с ним? Мне в это трудно поверить. Вы были так очаровательны, так добры. Еще раз спасибо за то, что встретились с нами. И вас благодарю. Несмотря на ваш занятый день сегодня, спасибо всем за ваше благословение и за участие. Надеюсь, мы встретимся еще раз и сообщим еще больше новостей. Джей Сайрам. Джей Сайрам.